Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня достала самые вот такие обрезочки от старых джинсов. Штанины я уже использовала, а здесь уже распоротый верх, где-то вот, какие-то прям совсем маленькие кусочки. Я хочу использовать прямо вот самые мелкие кусочки. Вот эта полоска у меня 4 сантиметра шириной, и я собираюсь сделать много квадратиков джинсовых, размером 4 на 4 сантиметра, а потом уже шить из этих маленьких квадратиков. Я разных цветов сделала, потому что у меня обрезки самых разных цветов. Но и мне даже это хорошо, потому что я планирую все это чередовать в шахматном порядке. Вот здесь у меня флизелин, нетканый материал клеевой. Одна сторона в клее, вторая нет. Ну и вот я раскладываю их на флизелине в шахматном порядке, чередую и темные, и светлые, совершенно от разных джинсов. Некоторые кусочки там совсем прямо 1-2 квадратика только получилось вырезать. Я прям вот до последней нитки решила использовать эти джинсы, обрезки джинсовые. Вот так вот сначала просто утюгом слегка прижимаю, просто чтобы они чуть-чуть приклеились, а потом уже посмелее можно. Если какие-то не очень хорошо сдвинулись, то можно отодрать и заново прилепить уже поровнее. Но на самом деле я чуть-чуть, видите, небольшие расстояния между ними оставляла. Теперь вот с обратной стороны уже можно перевернуть и уже понадежнее приклеить, чтобы вот эти капельки клея получше растаяли, получше расплавились. И в результате у меня вот получается вот такая заготовка, и я могу уже что-то с ней делать. Я вот так вот складываю и буду прошивать прямо вот по сложенным, по вот этому сгибу. Отступаю я, можно на ширину лапки, но так как у меня квадратики эти совсем маленькие, то я даже чуть меньше ширины лапки решила припуски оставлять. Я такой способ сшивания мелких квадратиков видела в интернете, это не я придумала. Это какой-то хороший человек придумал. Но пользуюсь я этим способом впервые. Вот первый раз я так решила попробовать. Если честно, мне очень нравится. Чем сшивать вот мелкие обрезочки, это насколько тягомотнее, чем вот так вот их прилепить все и потом сшить вот единым швом. Единственное, что вот эта вот заготовка, получается, швы очень жесткие, достаточно жесткие. Я их все заглаживаю в одну сторону, стараюсь. Это не прям вот быстро, потому что они, реально такие плотненькие, жесткие получаются. Но все равно в любом случае это гораздо удобнее, и по размерам она такая получается, все ровненько, все квадратики одинакового размера. То же самое я делаю для того, чтобы сшить уже потом вот эти вот перпендикулярные стороны. Здесь уже похуже идет. Я сделала здесь натяжение верхней нитки чуть побольше, и видите, оно как вот прямо вот переходит с одной на другую прямо волнами. Вот. Гораздо труднее. Вот у меня, если честно, сначала нормально все шло, потом мне пришлось несколько иголок менять, потому что одна сломалась, одна погнулась, но, видимо, там засорилась просто у меня машинка. После того, как я почистила ее, потому что от джинсы все-таки много всякой трухи сыпется, тем более, что я предыдущее изделие шила тоже джинсовое. Вот у меня вот такая получилась классная заготовка. Я сделала их несколько и потом сшила между собой, чтобы вот оно пришло к тому размеру, который мне нужен. По-моему, очень симпатично получилось. Теперь я хочу вот такие полосочки, которые у меня оставались. Я их все привела к размеру 4 сантиметра. Кроме этого, еще вот такие тканевые решила использовать, которые по цвету подходят. Хотя бы примерно в этой цветовой гамме. Вот это вот вторая, которая слева у меня, это я блузку подшивала летнюю. Вот четвертая, это просто вот, ткани кусочек. Потом вот там вот у меня джинсовая светлая, это просто распорола шов снизу, где джинсы были подшиты. И вот все эти между собой полосочки буду вместе сшивать. Здесь я уже решила не склеивать их флизелином, потому что здесь достаточно простой процесс. Сшиваю все эти полосочки, и в результате у меня получается целое полотно вот такое. Я разгладила уже швы, на 2 стороны разглаживала, и у меня уже вот 2 заготовки из кусочков остаточков джинсов.
Мне уже очень нравится. И у меня вот теперь есть рояль в кустах. Кто давно меня смотрит, те видели, как я делала вот такую заготовку, но я оставлю ссылочку в описании к видео, чтобы кто не посмотрел, мог посмотреть, как сделать такую красоту. Вот, у меня вот остаточки вот этих вот квадратиков, я сюда еще цветной кусочек ткани пришила, но решила, что он тут будет хорошо смотреться. В принципе, если у вас нет такой вот вышивки или вы не хотите вот заниматься вышивать, можно взять просто кусочек красивой ткани с каким-то рисунком, либо там цветок крупный, либо что-то такое, либо аппликации, может быть, вы делали и у вас есть, либо просто вышивка какая-то, ну просто в центр, чтобы добавить. Я уже собираю свое изделие. Это у меня будет наволочка. Верхняя часть я делаю из джинсовой ткани, а заднюю часть я буду делать не из джинсовой ткани. Ну и собираю, складываю потихоньку, чтобы все это между собой как-то слепилось, сошлось. Добавляю другие кусочки, которые у меня остались, там где-то полосочки, где-то квадратики, так, чтобы это выглядело посимпатичнее. Если честно, мне очень нравится то, что уже получается. Я еще вот сделала небольшую заготовочку из квадратиков. Я, если честно, вот эту первую сделала, а вот там, которая побольше, она у меня вторая. И вот потихоньку между собой все это сшиваю, соединяю. Конечно, там, где у меня уже подлиннее заготовки, я скалываю булавками. У меня как-то спросили недавно, а зачем скалывать, это дополнительная работа. Ну, во-первых, я привыкла, что так гораздо аккуратнее получается, потому что у меня одна заготовка относительно другой никуда не смещается. И я строчу уже спокойно на машинке и ничего не боюсь, что у меня что-то съедет, получится неровно. Как-то я себя в этом плане увереннее чувствую. Ну и вот уже соединяю. Я решила немножечко, чтобы вот этот квадрат со звездой был на одинаковом расстоянии от краев вот этой верхней заготовки, поэтому отмечаю, где у меня края, чтобы вот так вот потом пришивать. Может быть, я не права была, может быть, не надо было. Надо было сделать не прямо посередине, потому что потом там у меня квадратики не сошлись. Я вам покажу потом. Видите, вот эта линия с квадратиками слева от звезды, здесь квадратики не сошлись. Может быть, надо было по ним ориентироваться, а не по центральной части. Ну, не знаю, уже все сделала, и там уже посмотрим, что будет. Убираю уже лишнее. И смотрите, видите, у меня то, что я обрезала, оно ведь потеряется, заваляется, распорится, потому что здесь-то у меня закрепки были, а наверху там просто срез. И я решила, чтобы все кусочки эти не терять, решила использовать до последнего кусочка и сохранить в этом виде хотя бы для следующего изделия. Девочки, посмотрите, какая получилась замечательная подушка. Мне очень нравится. И вот это сочетание квадратиков, полосочек. Там какой-то кусочек у меня цветной. Здесь звезда. И вот задняя часть, мне кажется, она очень гармонирует. И вообще, если захотели поспать, спать удобнее на той задней части. Там бязь разноцветная. Очень приятно будет на ней спать. А на джинсе она все-таки жестковата. Она более декоративная, вот эта часть. Мне нравится, что проглядывает вот по бокам, сзади, вот эта цветная ткань задняя, она как бы перекликается с передней стороной. Вообще зачетная подушка получилась, мне очень нравится, я прямо рада, что она у меня теперь есть. Если вам тоже нравится эта подушка, понравилось это видео, ставьте лайк, конечно же, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.